Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом великолепного печенья гата с яблочной начинкой. Сказать, что это вкусно, это просто ничего не сказать. Нежное тесто, сочная яблочная начинка с орехами и изюмом. Рекомендую приготовить это печенье и попробовать. И, кстати, у меня на канале уже есть несколько рецептов этого печенья. И классическая гата, и гата с орехами. Я обязательно оставлю ссылку на эти рецепты в описании. Для приготовления теста мне понадобится в миску просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Добавляю соль и сахар. Хорошо все перемешиваю. На крупной терке натру масло. Окунаю его в муку и натираю. Периодически перемешиваю с мукой. Все тщательно перетираю до получения однородной крошки. Делаю углубление. Добавляю кефир, яйцо и экстракт ванили. Немного взболтаю вилкой и замешиваю тесто. Долго вымешивать ничего не надо. Посмотрите в итоге, какое тесто получилось. Оно достаточно нежное, мягкое, не прилипающее к рукам. Подкатываю его в шар, перекладываю в пакет и отправлю в холодильник примерно на полчаса. Для приготовления начинки мне понадобится яблоки очищаю от кожицы. Для рецепта я использую 4 средних яблока. Натираю их на крупной терке. Разогреваю сковородку. Отправляю на нее сливочное масло. Выкладываю яблоки, поливаю их лимонным соком, всыпаю сахар. Так как у меня начинка должна быть сладкая, сахара я использую много. Можно корректировать его по вкусу. Я хочу приготовить прямо такое, можно сказать, яблочное повидло. Экспресс-вариант. И добавляю примерно 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Тушу яблоки до мягкости и чтобы выпарилась лишняя влага. Как я уже сказала, сахар вы можете корректировать по вкусу. Но должны быть яблоки такие, можно сказать, мармеладные, очень сладкие, чтобы начинка получилась сладкой. Я готовлю на большом огне и, как видите, взяла сковородку с большим диаметром. Тогда весь процесс проходит очень быстро. Буквально за 10 минут все будет готово. Главное, все время помешивайте, чтобы ничего не подгорело. Лишняя влага выпарилась. Сковородку выключаю. Перекладываю яблочное пюре в миску, чтобы быстрее остывало. Сразу к яблокам я добавляю изюм. Изюм я предварительно не замачивала. Он сейчас набухнет вот в этой яблочной начинке. Перемешиваю и оставляю постоять. Измельчу в блендере орехи. Предварительно орехи надо обжарить либо на сухой сковороде, либо подсушить в духовке при температуре 170 градусов примерно минут 10. Затем орехи надо обязательно охладить. Если вы будете измельчать теплые горячие орехи, они дадут много масла. Я измельчила орехи до состояния вот такой крошки. Яблоки с изюмом остыли. И теперь сюда я добавляю измельченные орехи. И моя начинка готова. Она такая ароматная, очень вкусная. Я ее немного разравниваю и примерно разделю на 2 части. Я буду формировать 2 рулета, поэтому так мне будет удобнее. Отдохнувшее тесто я разделю на 2 части. Так удобнее будет формировать печенье. Каждую часть подкатываю вот в такой шар. С одной буду работать, а вторую отправлю пока обратно в холодильник. Подпыляю рабочую поверхность слегка мукой. Тесто также раскатываю его в длинный прямоугольный пласт. Если надо, подпыляйте тесто мукой, чтобы оно не прилипало. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook. И обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. В итоге у меня получился пласт теста
шириной примерно 27 сантиметров, длиной 48 и толщина буквально пара миллиметров. Сверху я выкладываю половину начинки. Распределяю ровным слоем, не доходя до края. Я стараюсь распределить все таким образом, чтобы было начинки везде одинаково и также, чтобы везде попал изюм. Начинка здесь очень вкусная. Я уверена, она вам тоже понравится. И теперь я все сворачиваю в плотный плоский рулет. Тесто вот таким образом прижимаю и придавливаю. Обязательно выкладывайте рулетик швом вниз. И теперь разрезаю его фигурным ножом на кусочки. Я буду это делать по диагонали. Конечно, размер печенья выбирайте сами, какое вам больше нравится. У меня получаются кусочки толщиной примерно 4 сантиметра. Все заготовки выкладываю на заранее подготовленный противень. Я его выстелила пергаментной бумагой. Выкладываем на расстоянии друг от друга. И точно так же формую рулетик из второго куска теста. Распределяю вторую часть начинки. Сворачиваю рулет и точно так же разрезаю его на кусочки. Выкладываю все заготовки на противень. И здесь у меня остались вот эти хвостики еще. Тоже их сюда выкладываю. Сверху печенье я буду смазывать желтком и делать небольшой рисунок. Это традиционное украшение для печенья гата. Можно рисунок не делать, просто смазать желтком и отправить сразу запекаться. Рисунок я буду наносить при помощи вилки. Можно делать просто вот такие перекрестные линии. Получается очень красиво и просто. Вилочку можно вытирать салфеткой. И теперь все печенье я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Печенье испеклось. Вы только посмотрите, какое красивое оно получилось. А какое ароматное. Сейчас оно такое нежное, воздушное. Конечно, когда оно полежит и остынет, оно станет более такое сухое, немного рассыпчатое. Но, конечно, благодаря яблочной начинке оно будет невероятно нежное. Печенье перекладываю на решетку и оставляю остывать. Оно просто потрясающее. Всего из этого количества ингредиентов у меня получилось 24 штуки достаточно крупного печенья. Но гату обычно всегда делают тоже вот такую не маленькую. Можно одной наесться. Кстати, у меня на канале уже есть несколько рецептов гаты с разными начинками. И классический вариант, и начинка с орехами. И сегодня вот у меня вот такая замечательная гата с яблочной начинкой. Это печенье получается просто невероятно вкусное и нежное, благодаря его чудесной начинке. Рекомендую его приготовить и попробовать. А я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!